как на 31 квадратном метре мы разместили евро-двушку. Эта сушка очень популярна. Как мы уместили все в очень маленьком санузле площадью меньше 3 квадратных метров. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room! Заходите! Давайте оживим серые будни яркими акцентами нашей квартиры. Меня зовут Прудникова Дарья, я дизайнер в студии Arti-Build, и сегодня я вам расскажу, как на 31 квадратном метре мы разместили евро-двушку, сделали яркие акценты с необычным потолком, а также как мы уместили все в очень маленьком санузле площадью меньше 3 квадратных метров. Мы находимся в ЖК Лучи, недалеко от метро Солнцево. Здесь проживает молодая девушка, работает в сфере IT. Мы выбрали этот ЖК за его расположение вблизи от метро, а также недалеко от работы заказчицы. Изначально мы сюда пришли, тут были бетонные стены. Мы уже пришли со строительной бригадой, чтобы они полностью оценили масштаб нашего ремонта по стоимости и по срокам работы. А сколько стоил ремонт вот полностью с работами, с отделочными работами, с техникой, мебелью? Полностью ремонт нам вышел около 2 миллионов. А за сколько по времени вы его сделали? Мы его реализовали за 3 месяца. То, в принципе, у нас ничего сложного. Потолок мы оставляем так, как есть, то есть который нам достался от застройщика. Единственное, что с чем мы повозились, это со стенами. У нас стены идут под покраску по всей квартире, и чтобы идеально их выровнять, нам пришлось немного постараться. А планировку не меняли? Здесь от застройщика были какие-то стены уже? Планировку мы не меняли, единственное, мы только перенесли дверь в спальню из прихожей в общее пространство гостиной. Заказчице не было каких-то сильных предпочтений, единственным условием это было использование ярких акцентов в квартире. Мы вдохновлялись стилем поп-арт, но решили все-таки остановиться на именно отдельных цветовых решениях. В итоге у нас получилась прихожая 3 квадратных метра, ванная комната 2 квадратных метра, общее пространство кухни и гостиной 16 квадратных метров, спальня 10 и балкон 3 квадратных метра. И давайте начнем наш рум-тур. Давай начнем с прихожей. Расскажи, что здесь из отделочных материалов, и давай начнем с пола. На полу мы использовали керамогранит. И, кстати говоря, я очень часто использую этот материал в своих проектах, потому что он очень долговечный и прочный. А еще у бренда Керанова есть очень красивый керамогранит с природными фактурами. А чтобы его рассмотреть, давайте отправимся в шоурум. Дизайн линейки «Вдохновение рядом» повторяет натуральные текстуры мрамора, камня и дерева. Здесь можно найти вариант для любого интерьера. Например, бутик создает атмосферу роскоши, берег – отдыха на берегу реки Волги, а усадьба – спокойствие дома с богатой историей. Рельеф выглядит максимально реалистично за счет цифровой печати, а также использования глосси-чернил в коллекциях «Берег» и «Усадьба». При этом поверхность может быть матовой, с мягким глянцем или четкими фактурами. Кстати, в составе только экологичные и безопасные для здоровья материалы, поэтому плитку можно смело использовать во всем доме. Выбирайте керамогранит Керанова с уникальными природными фактурами по ссылке в описании к видео. Планировку мы оставили такую же. Единственное, вот в этой части у нас была дверь. Мы ее перенесли в общую зону. Из-за того, что эта прихожая и так слишком маленькая, тут около 2 квадратных метров, и не было места разместить полноценный шкаф, мы решили перенести эту дверь. На стенах у нас глубокоматовая краска, она моющаяся, так что она не боится никакой влаги. Расскажи про хранение в прихожей, про этот шкаф интересный, зеркальный. Вообще все место хранения в нашей квартире мы выполнили на заказ. Этот шкаф стал не исключением. Мы решили оформить его в зеркальной панели. Из-за того, что площадь нашей прихожей она не слишком большая, этот шкаф как бы растворяется в нем за счет этих панелей. Внутри у нас расположено место для хранения обуви, место для хранения курток, верхней одежды, а также полки. Из технической части также у нас тут размещен электрический щиток и роутер.
Это шкаф МДФ крашеный. Ага, а вы зеркало сверху делали сами или это на производстве вот таким Это уже на привезли? производстве, да, все это делается на производстве, то есть где мы заказывали шкаф, у них также есть наличие оформления вот дверей Зеркальными и панелями. зеркальными паneлями, да. А сколько он получился в глубину и в высоту? В глубину он полноценный на 600 миллиметров, вот, а высоту 2600. Эта консоль у нас имеет больше декоративную историю, то есть тут есть ящик для хранения всяких мелочей. Когда заказчик приходит домой, он может поставить сюда либо сумочку, либо ключи. Ну и в глаза бросается красивая люстра и открытая проводка к ней красная. Точнее, не к ней, а к домофону, да, как я понимаю. Вообще вся проводка здесь открытая. Да, из-за того, что мы решили оставить потолок в том исполнении, которое нам предусмотрел застройщик, это было очень спонтанное решение. Просто мы пришли в эту квартиру, увидели этот потолок, увидели текстуру, рельеф этого потолка и решили оставить его таким, как он есть. А вы вообще ничего с ним не делали? Единственное, мы только его отшлифовали. И ничем не покрывали? Да, и ничем не покрывали его. В принципе, он не в очень плохом состоянии, поэтому мы решили оставить его таким. А насчет проводки, можно считать, что это некая отсылка к кухонному гарнитуру, который у нас в исполнении красного цвета. У вас такой отсылка еще и к лофту, да, такой с потолком, с ассоциацией с открытой проводкой, но при этом тот же светильник в таком ретро-стиле. Да, наша заказчица очень любит вещи, у которых есть некая история. Вот, и этот светильник мы очень долго выбирали. Изначально тут был вообще другой светильник, вот, но в процессе ремонта мы остановились именно вот на такой вот интересной модели. А он винтажный или это новоделки? Этот светильник мы нашли в интернете, и, возможно, он имеет какую-то свою историю. А расскажи про дверь. Вы оставили ее от застройщика или вы меняли ее? Да, в принципе, эта дверь осталась от застройщика. Я предлагала заказчице поменять панель на двери, вот, но ее полностью устроил этот вариант, и мы оставили ее так, как есть. Насчет места хранения. Так как у нас, в принципе, тут мало места, и все-таки хотелось бы места для хранения обуви, вот, и мы уже заказали, у нас будет тут небольшая обувница, куда можно складывать обувь. Вот эти вот крючки необычные, это уже подобрала сама заказчица. Мы проходим на кухню. Давай посмотрим здесь на отделочные материалы. Что на полу? А на полу у нас ламинат 33 класса в исполнении такого шоколадного дуба. Стык между напольными покрытиями всегда оставляет очень много вопросов, чем его можно оформить. В нашем случае мы решили использовать герметик, а также можно использовать пробковое покрытие. Расскажи про кухонный гарнитур и с чего он сделан. Кухонный гарнитур — это тоже МДФ под покраску. У нас очень яркий цвет. Изначально мы предложили заказчице несколько цветов. Это был более яркий красный и более ярко-желтый и более блеклый. Ну и, естественно, она остановилась на более ярком цвете, потому что это ее любимое сочетание желтого и красного. Ну, такая необычная получилась кухня. А из чего столешница? Столешница — это у нас искусственный камень. Он был изначально сделан пополам, но потом при установке его просто склеили. А кухня, получается, у нее конструктив тоже такой же, вы ничего здесь не меняли. А вот это вот выступ, да, на стене у нас застройщика, это несущая конструкция. Да. В этом выступе у нас прячется воздуховод. Вот. К сожалению, никак мы его перенести не можем. Но и за счет этого, естественно, глубина тоже не позволяет. Поэтому мы решили оставить такую же планировку, как есть. В принципе, заказчица не так много времени проводит на кухне. Ей этой площади очень даже достаточно. Ну, давай посмотрим по хранению, что внутри, потому что хранения не так уж и много. Да. То есть у нее был такой запрос, и нету вытяжки никакой. И отказались почему-то еще от дополнительных верхних шкафов. Да, это было одно из главных условий заказчицы. Она не любит верхние шкафы. Единственное, что мы оставили, это шкаф, где хранится у нас посуда. Классно продумали, что внутри он тоже красный. Да. А в нижних желтый? Нет, в нижних он тоже просто красный.
Тут у нас хранится мусорное ведро, у нас есть фильтр для очистки воды. Здесь у нас расположилась небольшая посудомойка на 45. Дальше у нас идет место хранения для кухонных принадлежностей. Здесь у нас расположился духовой шкаф с функцией СВЧ. Также у нас внизу расположился отсек для сковородок, может быть, каких-то маленьких небольших мисочек. Здесь мы предусмотрели 2 ящика. Они очень глубокие, так что тут можно разместить все, что вам угодно. Одно из условий заказчицы это было геометрическая правильная плитка в виде квадрата. И обязательно, чтобы она была однотонная. Почему мы сделали именно белую? За счет того, что у нас эта стена и так яркая, хотелось бы как-то разграничить это пространство кухонное, и мы решили сделать плитку под цвет нашей кухонной столешницы. Холодильник мы решили выбрать отдельно стоящий. Во-первых, это, конечно же, в экономию нашего бюджета. Мы не хотели выходить за его рамки. Но, во-вторых, к сожалению, нам пришлось нарастить стену за холодильником. Мы спрятали там коммуникации, трубы, которые ведут к раковине и посудомойке. И за счет этого холодильник получается утоплен в такой небольшой нише. И решили уже оставить холодильник отдельно стоящий и не менять весь этот конструктив. Расскажи про обеденную зону, да, мы плавно к ней подошли. Здесь такой стол интересный, который напоминает барную стойку чем-то. Ну, я бы не сказала то, что напоминает чем-то барную стойку, просто это очень длинный стол. В длину он около 1,5 метра, а его глубина около 500. Вот. Он, конечно, очень узкий, но вдвоем, в принципе, очень комфортно тут сидеть. Расскажу, почему мы выбрали именно обеденный стол, а не барную стойку. Наша заказчица была категорически против барной стойки. Ей не нравится именно исполнение такое барной стойки. И плюс того, за столом она иногда может сидеть работать за ноутбуком. Этот стол мы сделали на заказ. У нас отдельно идет подстолье и отдельно идет стеклянная столешница на это подстолье. Столье и столешницу мы делали на заказ, а собирали мы уже на месте. Решили мы закрепить столешницу на самоклеющейся прокладке. Эти стулья очень необычные. Это ткань букле. Сейчас она в тренде. Вот, имеет такую необычную форму. При этом очень удобно на них сидеть. И по сценариям освещения на кухне давай пройдемся. Да, у нас очень много видов освещения. Первое освещение это у нас над обеденной зоной. Это бра у нас служит как и декоративное освещение, так же как и освещение рабочей зоны. А также у нас есть подсветка рабочей зоны в виде LED-ленты. Подписывайтесь на наш уютный телеграм-канал In My Room. Там много классных идей для интерьеров, скидки акций от партнеров, а также анонсы выходов новых роликов. А ссылку на него вы найдете в описании к этому ролику. Мы в зоне гостиной, и здесь посередине стоит небольшой на самом деле диван. Раскладывается он или нет? Нет, это модульный диван, он не раскладывается, то есть он есть в таком виде, какой. А модульный, то есть, соответственно, можно его разделять и использовать как 2 кресла? Да, эти модули можно раздвинуть при возможности и также соединить. Можно сделать наоборот, чтобы большая часть была, например, с этой стороны. Удобно, когда приходят гости, например, выдвинуть стол и поставить какие-то части дивана вместе со стульями. Можно сделать и так, в принципе, да. По отделке здесь все то же самое, только цвет краски выбран другой, правильно я понимаю? Да, тут уже более спокойный белый цвет, который уже не так давит на все это пространство. То есть у нас акцент это стена, где кухонные фасады, а тут уже более такая спокойная обстановка. Это из личной коллекции самой хозяйки. Она увлекается мультиком Рик и Морти. У нас еще должна быть одна картина тут, но пока что мы ее еще не повесили, потому что нам, к сожалению, не подошла рамка для самого постера. Да, в зоне ТВ у нас тоже предусмотрено место хранения. Тут у нас вот такие вот ящики. Мы предусмотрели специальный отсек
для провода, то есть у нас внутри размещены розетки, то есть какую-то технику можно будет просто подключить и пустить провод, чтобы это все не загромождать пространство. Также у нас тут есть небольшой стеллаж, где хранятся личные вещи заказчицы. А это все сделано под заказ? Да, вся мебель сделана под заказ. Радиаторы вы тоже меняли? Нет, кстати говоря, этот радиатор нам достался от застройщика, и у него очень интересный дизайн. Он не имеет внутренних конвекторов, только вот внешний. Да, мне показалось, что это вообще как экран от радиатора, а внутри как будто ничего нет. Он Да, такой интересный. согласна. Вам повезло, потому что это хорошая экономия на самом деле. Да, это плюс. А окна вы меняли или нет? Нет, окна нам тоже достались от застройщика. Единственное окна, которые мы поменяли, это на балконе. В диванную зону мы также разместили очень необычный журнальный столик. Он сделан из переработанного пластика, и его печатают на 3D принтере. Его можно сделать в любых цветах, и также, если его перевернуть, то можно использовать как держатель для разных журналов. Расскажи теперь здесь про напольное покрытие. Здесь я вижу такой же керамогранит, как в прихожей, а вот на стенах уже другое решение. На стенах у нас декоративная штукатурка, и она у нас присутствует не только на стене, но и на потолке. А балкон не утепляли? Балкон мы не утепляли, но в летние сезоны заказчица планирует поставить тут кресло, на котором будет любоваться видом. Угу. И за твоей спиной шкаф. Да. Что же там внутри хранится? Этот шкаф выполняет у нас роль хозблока. В данный момент у нас тут хранятся оставшиеся материалы после ремонта, но он довольно вместительный. В принципе, тут даже уместился скейтборд. Наша заказчица им увлекается. И на этой стене, я вижу, разместилась сушка. Мы такие сушки очень любим. Наши зрители часто про такие спрашивают, где ее разместить. На самом деле это очень интересно, то что эта сушка очень популярна, особенно в маленьких пространствах. У нее очень простая система, то есть это просто выдвигается и вешается сюда одежда. Из-за того, что у нас, конечно, небольшое пространство, мы решили остановиться именно на такой модели. На балконе мы решили использовать только один источник освещения. В холодное время года заказчица тут проводит не так много времени, но в летнее, в принципе, этого освещения будет достаточно, а также он имеет красивый рифленый рисунок. Даш, скажи, а сколько здесь квадратных метров? Здесь у нас всего лишь 10 квадратных метров. А какого размера кровать по ширине сюда встала? Спальное место у нас 1,40 м на 2 м. Эта кровать у нас была изготовлена на заказ. Она имеет мягкое изголовье и мягкий каркас. Она с подъемным механизмом. Можно поднять ее и хранить там, например, чемоданы или вещи, которыми редко пользуемся. А по отделке здесь также стены под покраску, но я вижу, есть акцент, бетонный акцент. Это просто такая же бетонная стена, как и потолки. Да. Вы также ее оставили, просто ничем не заделывая? Да, мы решили оставить этот небольшой кусочек. Сейчас расскажу почему. Все-таки мы решили сделать спальню более спокойных оттенках, и чтобы у нас не было просто белый куб, и мы решили оставить такую акцентную полосу на стене. У стены, кстати, очень красивая, если можно таковой назвать, фактура, да? Некоторые специально добиваются, чтобы под бетон выглядело именно так. Да, это действительно так. Нам повезло, потому что эта стена, можно сказать, в идеальном состоянии, которое нам нужно. Где-то есть мелкие трещины, где-то разводы. То есть у этой стены, у этого кусочка есть какая-то своя история. То, чего и хотела добиться наша заказчица именно в своей квартире. И сюда встал также большой шкаф. Расскажи про него. Да, этот шкаф у нас на заказ. Материалы то же самое, как и кухонная гарнитура. Это покраска и МДФ. В глубину этот шкаф 600, длина его 2300. Первый отсек — это у нас идут вместительные полки для разных вещей, ящики для хранения личных вещей, и также есть нижний отсек, это отсек для хранения обуви. Следующий отсек — это у нас хранение вещей на штанге. Также у нас есть верхние полки, штанга и также место хранения для обуви. И еще мы предусмотрели открытые места хранения
полочки, они также идут с подсветкой. То есть наша хозяйка хранит тут какие-то свои личные вещи. Мгм. А по освещению тут тоже красивые такие акцентные светильники. Да. Это люстра-паук, насколько я знаю. Да, мы разместили тут эту люстру, она идеально сюда вписалась. За счет того, что наше пространство почти что полностью белое, это выглядит как небольшой такой акцент в виде большого паука, и она очень хорошо тут смотрится. Также у нас есть бра около кровати. Вечером очень красиво его включать. Он имеет теплый свет. Также имеет он поворотный механизм, что можно его двигать в разные стороны. Вы любите нестандартные какие-то столики, да, в гостиной такой яркий, розовой необычной формы. И здесь прикроватный тоже такой столик, тумбочка тоже необычный. Да, одним из желаний заказчицы было разместить какую-то уникальную мебель, которую нельзя просто найти где-то в интернете. И вот мы нашли, идеально просто, мне кажется, вписался сюда. Это журнальный столик, но мы его, в принципе, используем как прикроватный. Ничем он не отличается. У него очень уникальный дизайн, и плюс как бы такой яркий цвет у нас имеет сочетание с другим пространством, которое мы только что видели. А он из металла сделан? Да, он полностью из металла сделан и покрашен. Здесь, как я понимаю, тоже рабочая зона. Ты говорила, что заказчица пользуется столовой зоной как рабочей, но здесь у нее тоже есть вариант поработать. Да, мы предусмотрели ей сюда рабочее место. В данный момент у нас еще не приобретен, к сожалению, стул, но это все в будущем. Вот, у нас тоже, я бы сказала, что это необычный стол в исполнении металлических ножек и стеклянной столешницы. Этот стол мы делали не на заказ, этот стол можно приобрести в магазине. Еще у тебя в углу здесь разместилось зеркало во всю стену, да? Расскажи про это решение, почему оно здесь? Да, мы решили разместить зеркало именно тут, потому что другого, к сожалению, места разместить его не было. Наша заказчица была категорически против размещения его напротив спальной зоны. Вот, поэтому мы решили отделить ему тут небольшое место, и оно идеально сюда вписалось. Это зеркало мы делали также на заказ. При открытой двери его не видно. Ну, как я понимаю, это как гардеробная зона, да? Да. Оделась около шкафа, да, чтобы можно было сразу посмотреться. Да, Здесь же всё зеркало. верно, да, можно сразу подойти сюда и увидеть себя в полном образе. И какая-то картина у вас, и плакат, точнее, постер. Да, это как раз та картина, которую мы так и не смогли повесить в гостиной. К сожалению, нам не подходит рамка для постера, поэтому мы будем менять рамку и повесим, естественно, этот постер на свое законное место. Еще мы с тобой нигде не поговорили про плинтуса, они по всей квартире акцентные тоже. Скажи, из какого они материала, сколько они в высоту? Да, плинтуса эти из МДФ, мы покупали их отдельно, красили тоже отдельно. В высоту они 50 миллиметров. Здесь также радиаторы от застройщика, как я понимаю. Да, тут мы сохранили радиатор от застройщика, почему-то они у нас разных дизайнов, но нас это абсолютно не смущает. Ну, в гостиной он поинтереснее. Да, Какой-то да. вообще нестандартный. Вот так вот у нас получилось. И еще хотела сказать то, что пока что еще у нас нету жалюзи. Мы их уже заказали, ждем доставку в ближайшие дни. Также у нас не хватает жалюзи в спальне и в кухне-гостиной. Хорошо, что окна не в окна. Никого не увидишь. Да, это точно. Подписывайтесь на все площадки, где есть In My Room. Там много классных идей для интерьеров. А если вы вдруг хотите стать участником следующего рум-тура, и у вас классный интерьер, который вы уже закончили, то присылайте фотографию вот на эту почту. Ну, остался у нас санузел, о котором ты сказала, что он очень-очень маленький. Давай зайдем посмотрим, насколько он маленький. Да, он очень маленький, как я и говорила. Тут всего лишь 2,5 квадратных метра. Но мы смогли разместить и полноценную ванну, и раковину, и даже стиральную машинку. Без каких-либо передвижений стен, правильно я понимаю? Да, к сожалению, законно мы не могли никак расширить пространство этой ванной, поэтому мы решили оставить все так, как есть. Ну и давай, как обычно, пройдемся по отделочным материалам. Давай начнем со стен. Стены у нас выкрашены в разные цвета и разные материалы. Например, вот эта стена, это у нас декоративная штукатурка. Остальные стены у нас окрашены водоотталкивающей краской.
А мокрую зону мы сделали плитку, такая же, как кухонный фартук. На полу у нас также керамогранит. Вот такая вот у нас необычная плитка 20 на 20. Каждый рисунок мы подбирали отдельно, и оно у нас плавно переходит в инсталляцию. По хранению, да, у нас тут место для хранения бытовой химии. Также при возможности можно снять люк, и у нас там доступ для счетчиков. Сюда же разместили стиральную машину, да, она полноценная по размеру. У нас полноценная стиральная машина на 6 килограмм. Она у нас идеально вписалась в эту нишу. А сверху у нас раковина. Раковину мы делали отдельно на заказ, потому что у нас, конечно, габариты нестандартные. А скажи, вот я хотела себе такое же решение, но, как я понимаю, здесь должен быть какой-то специальный сифон. То есть он должен быть горизонтального расположения, правильно? Да, все верно. При размещении стиральной машинки под раковиной обязательно нужно предусмотреть место для сифона. Сифон он идет нестандартный, он идет изогнутый. В нашем случае, так как у нас раковина на заказ, мы использовали обычный сифон. Также у нас есть место хранения за зеркалом. Зеркало у нас с подсветкой. У нас предусмотрена даже розетка для зубной щетки. Сценарий освещения у нас тут один. Из-за того, что наша площадь все-таки не такая большая, нам не хватает одного небольшого светильничка. Также застройщик предусмотрел тут приточную вентиляцию. Также, скорее всего, вы обратили внимание на небольшой выступ. К сожалению, эта стена у нас вент-шахта, и спрятать трубу сливную для стиральной машинки и раковину просто некуда, и мы решили обыграть это именно вот так вот. Была рада увидеть вас в гостях. Оставляйте свои комментарии под видео, я обязательно на них отвечу. Всем спасибо и пока!